Здравствуйте, уважаемые друзья! Я снова с вами в прямом эфире. И тема нашей сегодняшней передачи – коронавирус. Что ждет человечество? Почему мы выбрали эту тему? В первую очередь потому, что сейчас к нам, как никогда, очень много приходит разных роликов, сообщений, разных страшилок о том, что ждет человечество, что будет, что нужно делать сейчас людям, вот, и вообще. И слушая все это и видя все это, я понимаю, что все эти ролики, они целенаправлены на то, чтобы еще больше вызвать страха у людей. И я это понимаю, друзья. Вообще я понимаю все, что происходит. Сегодня вам скажу только то, о чем я могу вам говорить в этом прямом эфире, и учитывая то, что меня будет слышать весь мир. Итак, друзья мои, я не занимаюсь политикой и не хочу скатываться к политике. Я занимаюсь развитием, эволюцией человечества, развитием сознания людей, развитием их интеллекта, их внутреннего состояния души, развитием и открытием сверхвозможностей, сверхспособностей человека. В принципе, это все можно назвать одним словом – эволюцией. Да, друзья мои, мой труд, он заключается в том, чтобы направлять людей по правильному истинному пути знаний, которые открывают понимание. Понимание открывает возможности и способности, а в свою очередь эти способности и возможности человек направляет уже на свой эволюционный процесс развития и становления. В общем, друзья мои, но так как я живу среди вас и помогаю опять-таки вам, тем вам, кто очень может быть даже политизирован, и я понимаю, что многие люди сейчас находятся в таком недоумении, в состоянии страха, в состоянии паники, в состоянии ужаса даже. И от этого многие люди просто действительно сходят с ума. Так вот, сегодня я хочу вам объяснить, насколько это возможно в моем случае в данный момент, все происходящее. Итак, друзья мои, что такое коронавирус на самом деле? Это обыкновенный вид гриппов, штампа гриппа, которых насчитывается более 150 наименований. Да, ожидается следующая волна осенью, и, как вы знаете уже, каждую осень, каждую весну, да и зиму люди болеют разными гриппозными инфекционными заболеваниями. Почему? Так и все просто. Люди пьют, люди курят, люди кушают, пьют кока-колу, кушают интоксицированные продукты питания. Люди вообще не заботятся о себе. Поэтому их иммунитет слабеет, а их организмы являются разводниками паразитов, вирусов, инфекций. И поэтому это является причиной очередных таких этапных эволюционных заболеваний, уже даже эволюционных, потому что как только приходит весна или осень, все знают, идет какой-то новый вид гриппа. Эти гриппы, они мутируют, они, скажем так, вот, устойчивы к каким-то определенным препаратам, сразу под определенный штамм гриппа создают определенные и таблетки, препараты, которые зачастую не лечат, а калечат человечество. Таким образом, эти волны гриппозные, они были, есть и они будут. Но то, что происходит сейчас, коронавирус, о котором вы все знаете, и многие даже очень боятся этого всего, это просто очередной вид гриппа, который используемый определенными людьми, политиками, и в связи с появлением этого гриппа, появлением того, что всегда появляется весной и осенью, просто это используют для решения своих каких-то задач. Я это понимаю и знаю именно так. И многие люди очень сильно этого боятся. Многие люди боятся, ну скажем, чипирования, прививок и так далее, и так далее. Да, друзья мои, я сегодня буду давать вам и советы, и рекомендации, как сделать так, чтобы иммунитет был сильным,
и не болеть никакими ни коронавирусами, никакими гриппами, никакими штампами и так далее, гриппозными. Но сейчас я хочу немножечко вам разъяснить и дать понимание самой картины. Вообще, друзья мои, весь этот процесс, многие спрашивают у меня, вообще, чем это закончится, что ждет человечество в будущем, и что ждет человечество дальше, и каково мое видение. Мое видение такое, друзья. Да, эта тема будет развиваться, и эта тема, конечно же, принесет очень серьезное экономическое падение. И если вы понаблюдаете за историей планеты, вы увидите, что в начале любой новой эпохи, нового века всегда случаются или революции, или войны, или же вот такой вот коронавирус, который тоже потянет за собой определенные, ну скажем, такие не совсем хорошие результаты экономических процессов жизни на этой планете. И я считаю, что именно для этих целей это и существует. Но так как я не занимаюсь политикой, хотя все прекрасно понимаю и осознаю, для чего и как, и вижу целостную картину всего этого, мне не хотелось бы, чтобы вы боялись коронавируса или какого-то другого вируса. В первую очередь не боялись. Почему? Потому что страх многих людей просто сейчас сводит к могиле. Да, многие люди действительно умирают только потому, что они очень сильно этого боятся. И, друзья мои, опасность еще представляет и то, что многие люди сейчас изолированы, и находясь в закрытом помещении, в закрытом пространстве, психика многих людей, находящаяся не в лучшем состоянии, тоже еще больше разрушается. Ну и в связи с тем, что люди остались без работы, это также воздействует и влияет на психику человека, на их экономическое состояние и так далее. Да, все это факт. Факт, вот такой вот факт. Принимаем этот факт. Бороться с этим – это все равно, что бороться с ветряными мельницами. Друзья мои, все, что вы можете сделать для себя, мы сегодня поговорим в конце нашей передачи, что вы сможете сделать для себя и как вам себя защитить. В данный момент я бы посоветовала и порекомендовала вам принять эту ситуацию и найти хорошее даже в этой ситуации и направить это время на саморазвитие и самоэволюцию, на познание и раскрытие самого себя. Все происходящее, то, что происходит, это на самом деле чистой воды естественный отбор жизней человеческих. И люди более развитые, мудрые, осознанные и целеустремленные, они уже это поняли. И они используют это время и это состояние жизни для своего роста. Люди же, которые малоразвитые, для них и у них это вызывает панику, страхи и разрушение. Знаете, я вам немножечко приоткрою такой секрет. Вы все боитесь смерти, коронавируса, смерти. В конечном итоге вы все боитесь смерти. Но если вы думаете, что коронавирус создан для того, чтобы вы умерли, нет, друзья мои, есть намного больше эффективных методов и способов умертвить человечество, точки мира, куда можно направить любое излучение, и человека не будет, он даже не поймет, почему он умер. Да, сейчас технологии уже такие, вам и не снилось. Фантасты отдыхают, да, друзья мои. Сейчас действительно на планете техногенный уровень шагнул очень далеко, духовный уровень очень отстал, а вот техногенные процессы сейчас развиваются очень масштабно. Поэтому не думайте, что это все делается для того, чтобы вас, кого-то умертвлять или так далее. Да, естественный отбор и прививки, которые люди будут получать от того же коронавируса, они принесут свое разрушение и, скажем, свой вклад в процесс уничтожения людей, да. Но вы можете этого не делать. Вы можете бережливо к себе относиться, вы можете просто заботиться о себе и хотя бы на минуточку вести здоровый образ жизни, чего большинство человечества не делает. Вы знаете, я считаю, что это период, когда человечество призывают к осознанности. И если человек хочет жить и быть здоровым,
и быть целостным в этом мире, то он должен хотя бы как минимум начать о себе заботиться. Потому что все, наблюдая вот вокруг, да, люди ходят в масках, потом снимают маску, погурили и опять эту маску одевают, тогда становится вот вопрос, почему же люди курят и одевают эту маску? Уже или маску не носите и курите и добивайте себя дальше, или же если вы носите маску, так хотя бы заботьтесь о себе и не курите, и действительно кушайте еду, которая приносит вам пользу вашему организму. В общем, друзья мои, весь этот процесс – это процесс, где действительно люди более осознанные и развитые будут более, ну скажем, устремленными, будут более направленными, будут заботиться о своей жизни, о себе. И действительно, все то, что происходит, оно происходит с целью определенного понимания, чтобы человечество задумалось, кем оно хочет быть и хочет ли вообще оно быть на этой планете. Многие люди также боятся чипирования и, ну скажем так, это у них вызывает панику, страх и так далее. Они считают, что каким-то образом их смогут отслеживать и все о них знать и так далее. Друзья мои, если вы сейчас думаете, что о вас никто ничего не знает, вы глубоко заблуждаетесь. Вы так заблуждаетесь. Опять-таки только потому, что вы даже не представляете, какой уровень технологий сейчас на этой планете. Если у вас есть мобильный телефон, вас найти и вообще узнать о вас – это проще простого. Сейчас настолько все стало прозрачно, и я считаю, что не нужно этого бояться. Просто нужно жить правильно, не обманывать людей, не использовать кого-то, ну, вообще жить легко, жить свободно, жить так, чтобы не было стыдно за прожитые годы. И не нужно ничего бояться, не нужно воровать, не нужно использовать, не нужно как-то чего-то выхитривать, и нечего будет бояться. И вы знаете, это время, вот это сложное, непростое время, оно как раз постепенно и будет выковывать это и взращивать в человеке чистоту и порядочность, и правильное отношение к жизни. Да, я не приветствую чипирование, не приветствую. Я приветствую свободу, духовное развитие, высочайшую осознанность, высочайшие ценности моральные, духовные качества. Вот это я приветствую. Я приветствую духовную радость, любовь и свободу. Вот что. Да, но раз это есть, друзья мои, ну, значит, это есть. Что же с этим бороться? Да и может ли человек с этим бороться? Многие люди даже не могут навести порядок в своей жизни. Многие люди даже не могут себя защитить и сохранить от каких-либо влияний или воздействий. Они вообще этого не умеют. Они вообще даже не представляют, что это может быть в их жизни. Вот настолько человек слаб, друзья мои. Поэтому я считаю, что все то, что происходит, да, происходят изменения, перемены, происходит новый цикл эволюции, новый этап эволюции. И как я вам уже когда-то говорила, так как было раньше, уже так не будет. Не будет так. То есть сейчас пришло новое время, где будут применяться очень разные методы, очень разные методики, и разные уровни влияния и воздействия для того, чтобы человек креп, для того, чтобы он задумался о своей жизни. Это я так считаю. Это вот я в этом вижу только это. Для того, чтобы он задумался и начал свой путь, свой процесс эволюции. Да, друзья мои, только для этого. Но, глядя на нынешние обстоятельства мира, я, конечно, понимаю, что большинство людей к этому не готовы. Поэтому для большинства людей все происходящее – это разрушительно. И разрушительно только потому, что они сами не готовы. И давайте зададим им вопрос, а кто им виноват? Виноват в том, что они не готовы. Им кто-то запрещал духовно развиваться, им кто-то запрещал быть добрым, порядочным человеком.
Нет, никто не запрещал. Вы знаете, если вы и сейчас спросите у любого политика, а вы запрещаете быть добрым, хорошим человеком? Вам любой политик скажет: нет, я наоборот хотел бы, чтобы мой народ был добрым. Да все этого хотят. Чистым, прозрачным. Другое время, какие политики, это другой вопрос. Но все хотят добра, порядочности. То есть никто человеку не запрещает. И многие люди сейчас имеют такую политику, такое понимание, что выживает сильнейший, выживает тот, кто идет по трупам, выживает тот, кто хитрый, кто корыстный, кто лживый. Друзья мои, разве что выживает. Но это выживание нельзя назвать жизнью. Разные вещи. Жить радостно и счастливо, и выживать – это разные вещи. Я знаю, что нужно сделать, что можно сделать даже в это время, даже в этих обстоятельствах так, чтобы не выживать, чтобы жить. Жить радостно, прекрасно и созидательно. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы боялись всего этого. И так страхов столько на вас навязывают, и так столько передач, разных, столько страхов вокруг вас, что, наверное, уже сложно представить, что может быть еще больше страхов. Сейчас, по-моему, все окутано только страхами. Сейчас даже люди на улице, знакомые, встречаясь по телефону, разговаривая, говорят только об этих страхах. Я не хочу, чтобы вы боялись. Я хочу вам сказать, мои хорошие, что действительно есть то, что и спасет вас, и поможет, и защитит, и обогреет, и оберегать будет вас. Каждое мгновение вашей жизни. Вот я знаю, что это есть, и я знаю, что оно действительно есть. И я знаю даже, что нужно сделать для того, чтобы у вас это было. Поэтому бояться – это самое последнее. Самое последнее. И как знать, может быть, как раз эти ролики, которые я получаю, страшилки, может быть, как раз они тоже направлены на то, чтобы вы боялись. Я не хочу, чтобы вы боялись. Я хочу, чтобы вы были всегда свободны, наполнены такой чистотою, таким светом, чтобы никакое излучение, никакой вирус, никакое влияние, никакое давление не оказало на вас разрушительного состояния. И этого можно достичь. И мои ученики, они это уже сегодня имеют. Я считаю, что спасение человечества состоит только в эволюции. И эволюционируя, открывая свои сверхспособности, сверхвозможности, становясь силой света, силой созидания и процветания вечного, вам никто не сможет не навредить, не принести какие-то разрушения. А теперь представьте, сейчас, на минуточку, хорошо, вы обвиняете всех политиков, они такие-сякие, правительство и так далее, и так далее. Но их по сравнению с количеством вас капля в море, капля в море. И если бы вы сейчас, не будем трогать их, были все духовно развитыми, все владели сакральными методиками и механизмами, наработали бы защитное фоновое поле, защитное поле вокруг себя. Акимов называл это торсионным полем вокруг себя. Да кто бы, что бы вам плохое сделал? Да что бы вам бы угрожало бы? Друзья, ничего бы вам бы никто не сделал. Ничего. Но многие же люди не хотят развиваться. Они со стула подняться не хотят выпустить пульт с руки и подняться с дивана. Никто ничего не хочет. Все ждут, что кто-то будет. Вот будут кто-то, тогда и я. А раз не хотят кто-то, соседи не хотят подобреть, тогда и я буду таким же злым. Они же не хотят. Друзья мои, так вот нужно начать с себя. И если бы люди сейчас на этой планете, хотя бы 30% человечества владело всем тем, чем владею я и мои ученики, никакой угрозы бы не было. Вы бы так бы изменили энергетику этой планеты,
вы бы такой бы сделали созидательной атмосферу планеты и вообще все, чтобы окружало вас, что даже вулканы утихли бы. Да, друзья, да, вы даже не знаете, что для вас, каждого, уже приготовлено. Вы даже не представляете, какие у вас сокрыты возможности и способности. Вам даже это присниться не может. Вы являетесь силой света, вы жизнь вечная, вы то, что было, есть и будет вечно. У вас внутри душа есть. Это то, что есть у самого Творца-Создателя, который космос весь создал. Вы представляете? И вы являетесь носителями этой высочайшей энергии. Если бы вы развивали эту энергию раньше, да разве было бы то, что есть сейчас? Но вы же не хотели этого делать. Многие действительно и сейчас не хотят. Многим очень выгодно в это не верить. Очень многим, друзья мои. И их неверие, знаете, я лучше бояться буду. Вот пусть лучше другие. Подождите, а вы? А кто позаботится непосредственно о вас, о ваших детках, о ваших внуках, о вашей семье, о ваших родителях? Кто? Вы-то хоть это слышите? Вы хоть включили эту передачу, да хоть слышите? А сколько таких, которые даже слышать не хотят, у которых квадратные глаза, когда говоришь слово «коронавирус», и они одевают скафандры и гоняют, рысачат в этих скафандрах. Вот такое безумие, друзья. Хотя это, как говорит главный вирусолог одной из самых больших стран в мире, обыкновенный грипп. Это сказал главный вирусолог очень большой страны. Ну так подождите, если это обыкновенный грипп и обыкновенный вирус, может быть, вам нужно иммунитет восстанавливать, может быть, вам нужно психоэмоциональное состояние взрастить, может быть, вам нужно прекратить бояться, таким образом повысить свой иммунитет, паразитов погонять, перейти на здоровый образ жизни, радостное состояние, и чего вам бояться? Вы уже будете защищены. Теперь задайте себе вопрос, вот прямо себе сейчас. А многие ли из вас уже это делают? А много ли таких людей, которые заботятся о себе, которые не боятся, которые развивают свои сверхвозможности, сверхспособности, которые уверены в своей жизни и в завтрашнем дне? Таких много на планете? Нет. Таких очень мало, друзья мои. И когда людям говоришь о том, а ты можешь это все иметь, они смотрят квадратными глазами, они не могут в это поверить. Им проще поверить в любую страшилку, в чипирование, в зомбирование и так далее, и так далее. В это проще поверить. А вот в то, что они могут быть защищенными от всего этого, и вообще они могут выйти на такой уровень эволюции, что этого вообще никогда не будет на этой планете, и никакой угрозы не будет, если бы сейчас все стали духовно развитыми людьми. Вот прямо сейчас. Какой бы вирус вам бы угрожал, где бы те вирусы, у вас бы такой был бы иммунитет, что вы бы вообще забыли, что такое раковые клетки, что такое вирусы, инфекции и так далее. Ваша защита, ваша сила в вас самих, в природе вашей ваша сила. Но большинство человечества даже в недоумении, как эту природу открывать в себе, и вообще, что оно такое, эта природа, вообще, с чем это едят, и вообще, действительно ли это существует. Наверное, это ложь, обман и провокация. Что-то эта родина, вот это вот, что-то она обманывает, наверное. А почему так люди думают? Так они сами обманывают. Человек каждый в другом видит только то, что есть в нем самом. Не больше и не меньше. Да, друзья мои? Да, и вы тоже на меня смотрите под микроскопом. И вам даже не понять, что же это такое родина снимает микрофон, такая добрая, хорошая, а снимает микрофон и охает. Знали бы вы этот труд, знали бы вы цену всего этого, знали бы вы.
Если бы вы хоть чуть-чуть могли представить этот труд и эту ответственность, и эту нагрузку, когда вот вы меня сейчас видите, я для вас одна, а вы для меня сейчас тысячи. И вот моя энергетика сейчас воспринимает 1000 состояний одновременно. Кстати, далеко не самых лучших состояний. Это если бы вы на меня смотрели все успешные, удачные, совершенно здоровые, радостные, наполненные счастьем, изобилием и красотой жизни, да, я бы, конечно, была бы в таком возвышенном состоянии. Но когда я чувствую напряжение от вас, чувствую состояние безысходности, страхи, непонимания, вот такое потерянность жизни, вы что думаете, это легко? И когда ты ощущаешь это от 1000 людей, это нелегко. Ведь я не просто человек. Я имею сверхспособности, сверхвозможности и ощущаю энергию каждого человека. Вы скажете, то ерунда какая, а чего же вы не можете от нас закрыться? Могу, конечно могу. Могу запросто закрыться. Но тогда вы не получите моей энергии, и капельки моей энергии не получите, и не получите добра и любви моей, и облегчения у вас тоже не будет после этой передачи. И эта передача будет пустая для вас, как и много других пустых передач сейчас существует в интернете и по телевизору. Да, те люди, они не ощущают вашей энергетики, да им даже и не в голове, и в голову не приходит то, что есть какая-то там энергетика и чего-то там кем-то как-то излучается. А я-то это все знаю. Я знаю все эти методики, я знаю все эти процессы взаимообмена энергетиками. Я считываю состояние не только вас, видящих меня сейчас, а всей планеты. Да, я могу видеть будущее на многие тысячи лет. И вижу прошлое многие тысячи лет. Да, друзья мои, и когда ты имеешь эти сверхспособности, у тебя совершенно другие чувства восприятия. Вы посмотрели на человека, оценили его под призмой своего опыта. А я посмотрела на человека, и моя душа сразу пережила состояние души этого человека. Поэтому да, мои хорошие, когда снимаю микрофон и заканчивается передача, такое состояние, выдержала, очередной раз выдержала. Выдержала ваше напряжение и, невзирая ни на что, наполняла, любила вас и желала помочь вам и спасти каждого из вас. Попробуйте вы так. Знаете, друзья, кто работает с людьми и истинно служит человечеству, он знает, о чем идет речь. Меня бы понял сейчас Иисус, который также служил человечеству. Меня бы сейчас понял тот же Будда, тот же Макивента Мельхиседек. Они бы поняли меня. Меня бы поняла бы и Элизабет Хейч, которая написала книгу посвящения. Она бы тоже меня поняла. Она тоже тренировалась среди людей и тоже понимала, как же ж это тяжко, и как же ж это непросто, и как же ж это сложно. А когда вас тысячи тех, кого я уже выучила, и они связаны со мной, тысячи тех, кого я еще выучу, кто будет смотреть эту передачу, тысячи, друзья. И если вы думаете, что это легко и просто, вы очень-очень заблуждаетесь. Очень. И для того, чтобы вести эту работу и все-таки не быть разрушенным, и вообще все-таки жить среди вас, и не умереть в один день, в первый же день своего труда, вы знаете, каким надо быть? Какой силой владеть надо, друзья? Великой силой. Великой. Только человек, владеющий этой силой, может выдержать эту нагрузку. Да. Поэтому, мои хорошие, снимаю микрофон и вздыхаю. Но вернусь все-таки к коронавирусу. Итак, еще раз хочу повториться, что коронавирус – это очередной вид гриппа. Будут еще и еще. Да, будут делать прививки людям,
Я бы, конечно, вам не рекомендовала, потому что эти прививки, они будут иметь определенное состояние, которое не будет восстанавливать ваш организм, а наоборот разрушать ваш организм. Но свобода же воли, право выбора. Поэтому хотите – делайте, не хотите делать – не делайте. В общем, это ваш выбор. В отношении чипирования, как только у вас появились коды, вот код ваш, идентификационный код, вот можно назвать, что это и есть ваш чип, где о вас все знают. Вы же сейчас, покупая что-то, проводя какие-то операции везде, вы предоставляете свой код. И по этому коду можно понять, чем человек занимается и так далее. Плюс у вас еще есть мобильные телефоны, по которым сейчас можно определить абсолютно все, абсолютно все. Все разговоры, все это фиксируется, все это, скажем так, вот отслеживается. Поэтому вы давно уже под этим колпаком. И не нужно бояться этого колпака. Не нужно, друзья. Надо жить честно, как я вам сказала. Надо взращивать в себе свою природу. И взрастив свою природу, нужно, друзья мои, наслаждаться жизнью и украшать своей жизнью жизнь вокруг себя. Вот тогда мы с вами сможем пережить все. И ничто и никогда не сможет нам угрожать. А даже если придет время, когда мы с вами покинем этот мир, а оно все-таки придет, это время, то нам будет не страшно уходить в другое измерение, еще более прекрасное и радостное, где нас с вами будут ожидать духовные личности, совершенные личности и будут понимать, насколько же мы с вами достойны этих прекрасных и совершенных миров, насколько мы соответствуем своим состоянием энергии, своим уровнем развитого интеллекта, своим познанием этим высшим измерениям, высшим мирам духовной культуры. Вот к чему нужно стремиться. Вот что нужно в себе нарабатывать. Вот что ценить надо, а не дома, квартиры, машины, дачи и женихов в придачу. Нет, друзья мои. Не этим надо жить в этом мире. Это все то, что способствует вашему эволюционному пути. Нет, я не говорю, что надо идти это все раздавать или как-то от этого отказываться. Но я хотела бы, чтобы это для вас не было крючками, за которые вас очень легко зацепить. Живите отрешенно, трудитесь, работайте, развивайтесь, нарабатывайте методики, практики, силовые практики, которые смогут вас защитить. Сейчас есть люди, которые смотрят передачу, и многие думают вот о чем. Да, хорошо, она все говорит об этих силовых практиках, а что же это за практики? А что же она прямо сейчас нам эти практики не дает? А что-то она нам эти практики не дает. Все нам о них рассказывает и рассказывает, все подманивает нас и подманивает этими практиками. А где же нам взять эти практики? Друзья мои, а практики надо заслужить. Да. Просто так эти практики давать людям нельзя. Людей сначала к этим механизмам нужно готовить. Морально, энергетически, да, на уровне интеллекта и развития разума и интеллекта человека. То есть в человеке нужно взращивать новое состояние развитого человека. И на уровне интеллекта, разума, и на уровне тела, и тело надо подготовить, чтобы овладеть этими механизмами, и на уровне души. А если человечество не готово сейчас ни на том, ни на другом, ни на третьем уровне своей реальности к этим методикам, а большинство не готовых людей, какое же я имею право давать эти методики? Я не имею права. Я же и на курсы не всех людей беру. Я же не всем людям даю эти методики. Только тем, кто избрал правильный путь. Этих людей называют избранными. Те, которые избрали этот путь. Те, которые
хотят этого действительно, те, которые стремятся к этому, те, которые будут выполнять все мои советы и рекомендации и готовиться к этим механизмам, вот этим я и даю, и настраиваю, и они получают методику защиты. Кстати, не только для себя, и еще для своих родственников. Они еще и родственникам своим помогают, и детям своим помогают. Да, но это действительно люди избранные, избранно избравшие правильный эволюционный путь развития. Вот этим я даю. Но я никого из вас не подманиваю. Нет, мои хорошие. Нет, абсолютно нет. Вы неправильно думаете. Я хочу, чтобы вы хоть знали о том, что есть защита для вас. И это не слова. Это не слова, это факты. Это факты, друзья. Это так и есть. Вот 10 лет, более 10 лет моей практики я наблюдаю за своими учениками, методики и знания, которые я им даю все эти более 10 лет, так я смотрю на их жизни, я смотрю на их перемены, и эти люди защищены. Да, те, которые выполняют советы, рекомендации, работают в этих методиках, практиках, да, для них это просто новая жизнь, новая реальность. Это действительно рождение заново. Но я понимаю, что далеко не все люди готовы к этому, а это надо делать для вас. Очень много причин. Пришла новая эпоха, эра развития материнского духа, духа энергии света, духа проявленной энергии и информации. Эра Водолея вы называете, материнский дух. Да, новая эра. Пришел, идет и квантовый скачок. Планета с 3-го в 4-е измерение перешла, уже перешла. То есть эти все изменения, они не случайны. И вот эти гайки, которые позакручивали здесь, сейчас на этой планете, это только для того, чтобы немножко тряхнуть человечество, и каждый что-то там вот подумал себе, а подожди, как я живу, как я жил до этого, до чего я дожился, что я болею и умираю от какого-то гриппа, от какого-то вируса. Я не могу побороть даже этот вирус. Я настолько слаб или слаба, что я даже не могу побороть этого. Так подожди, так а кто же я в этот 21 век? До чего же я дожился, эти 600-700 жизней, что я даже не могу защитить свое тело, свою жизнь? Может быть, мне надо задуматься? Может, мне нужно вступить на путь эволюции и развития? Вот для чего это тяжкое время. И именно в тяжкое время, друзья, люди просыпаются, пробуждаются, задают себе вопросы и начинают путь и процесс эволюции. И я готова помочь человечеству, и я готова даровать вам эти методики, сонастроить, включить в вас то, что вам природой высшего Творца-Создателя давно уже дано. Только вы не знали, что дано и как этим пользоваться. Вы не знали этого. А те, кто знал, так очень тайно от вас и по сей день это скрывает. Да, друзья. Но для этого нужно соответствовать высшим знаниям, стать другим человеком, проявлять любовь, добро, милосердие, заботу друг о друге, выбрать правильный путь развития, вести здоровый образ жизни, заботиться о себе, заботиться о человечестве, вообще стать правильным, нормальным человеком. Это как минимум, друзья. Понимать и осознавать свои пороки, дать себе слово работать с этими пороками и вообще стать другим человеком. Зажелать жить счастливо, легко, свободно и бесстрашно. И поверьте, друзья мои, можно так жить, даже в это непростое время. А это время, друзья, пройдет, и в будущем человечество ожидает новая раса. Эта раса уже
приходила, еще раньше этот процесс начался, на эту планету. Но человечество настолько не готово к встрече с этой новой расой, что родители вместо того, чтобы разъяснять и работать со своими развитыми детьми, они дают им телефон мобильный или же планшет, чтобы те заняты были хоть чем-то и не трогали родителей. В общем, все не совсем правильно на этой планете. И да, нужны вот такие, как я понимаю, жесткие меры отбора, где многие люди станут на путь духовного развития. И именно они и меня найдут, и других учителей найдут. Они получат эти знания, методики, практики, и они будут защищены в этом мире от любого излучения, от любого влияния и воздействия, неважно какого, они будут защищены. И именно эти люди дадут новую расу человечества. Вот что ждет эту планету. Проявлены будут 7 уровней 4-го измерения. И такое понимание, как духовное развитие, энергетическое развитие, будет нормой жизни. Уйдут деньги, и человечество на определенном этапе эволюции будет понимать, что деньги – это эквивалент затраченной энергии. И они поймут, что за все нужно платить. Если кто-то отдал тебе свою энергию, то ты должен тоже возместить это. Ты должен воссоздать в себе эту энергию и поделиться с тем, кто тебе тоже дал эту энергию. Поэтому люди перейдут с денег на энергоинформационную плату, энергоинформационный обмен. Да, друзья мои, да, человечество будет расти. И как бы тяжко сейчас ни было, и чем бы вас там ни кормили бы, и что бы вам там, как бы вас там бы не устрашали, я знаю, это все равно пройдет. Уже назначено, друзья, давно назначено. И есть те духовно развитые существа, которые готовы вам это все предоставить. Но предоставить-то надо тем, кто имеет к этому интерес. Так вот, останутся на планете те, кто имеет к этому интерес, и именно им будут даны эти высшие знания, методики, методологии, высшее знание по эволюции и развитию во всех отраслях жизни человеческой. И люди перестанут со временем болеть. Инвалиды перестанут рождаться, их не будет кармических каких-то взаимоотношений, крючков, которые дают процесс вынужденного рождения инвалидности человека. Не будет этого. Все настолько станут душевно чистыми, что люди будут рождаться все здоровыми. Их иммунитет будет настолько сильным, потому что дух и энергия их будет настолько сильна, и они этой энергией настолько смогут контролировать энергетику своих клеток, что у них будет такой иммунитет, где ничто и никто не сможет их разрушить. Вот к этому и я устремлена, и мои ученики, и весь мир. И я не жду, друзья мои, я ничего не жду. Я уже беру и прямо сегодня, прямо сейчас это делаю. Я уже сегодня готовлю таких людей, людей будущего, тех людей, которым не надо уходить в землянки, закрываться в бункерах, еще там где-то прятаться, в тайге где-то прятаться. Нет, им нигде не надо будет прятаться. Они будут свободны, они будут бесстрашны, они ничего не будут бояться, ни смерти, ни жизни, потому что они знают, мои ученики знают, смерти-то не существует. И моих учеников ждет прекрасная жизнь и в послесмертном опыте. Они тоже это знают. И они знают другое, что если они захотят еще раз родиться, так они уже придут духовно развитыми людьми в духовно развитое время. Вот так, друзья мои. И так могли бы сейчас все, но многие этого не хотят. И многим даже невыгодно в это поверить. Поверить значит надо что-то делать. Они все хотят этого.
Вот, мои сладенькие, мы с вами разложили по полочкам, насколько это возможно было разложить вам по полочкам. Я буду надеяться на то, что вы все-таки поняли то, что я хотела вам сказать и к чему я призывала вас сегодня. А призывала к бесстрашию, к свободе, к духовной, энергетической своей себя эволюции, к свершениям, к рождению заново, к новой жизни я вас призывала, где действительно, как говорил Иисус, нужно родиться заново. А еще Он говорил: «Станьте чисты, как дети». Вот и я вам скажу: станьте чисты, как дети, и я вам дам эти методики и практики, которые защитят вас от любого влияния, воздействия и других напастей, которые только можно выдумать в нынешнее состояние жизни. Я готова к вашим вопросам. Поехали. Добрый вечер. Первый вопрос такого характера. А может быть, нам нужна эта пандемия, чтобы встряхнуть нас? Согласна. Вот согласна на все проценты, которые 100 их процентов этих, да, у вас измерительная шкала. Вот на 100% согласна. А как же ж по-другому? Вы же видите, людям, когда вот все в шоколаде, так они же ничего не хотят делать. Хотят еще больше шоколада, еще больше наркотиков, еще больше алкоголя, еще больше сигарет, уже не таких электронных, не электронных еще каких-то, еще больше удовольствия. Никто ж даже не хочет задуматься, что он делает с собой. Так вот, эта пандемия, она для того, чтобы встряхнуть народ, да? Да, и чтобы каждый задумался, куда он и что с ним происходит. И я считаю, что другого способа не существует. Ну вот так вот. Да, мне жаль, что так. Я вам скажу, что мне жаль. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы это было так. Мне не хотелось бы. Но раз это происходит, значит, это так и надо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, вопросов действительно не так много. Потому что, видимо, те, кто понял, не задают уже вопросов, а кто либо позже подключился, продолжают расспрашивать, что это за коронавирус, из чего он состоит. Ну, Наталья Владимировна не вирусолог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но некоторые еще про коронавирус я задам. Ну вот, например, сколько людей погибнет от коронавируса? Наталья Владимировна, расскажите человеку, сколько людей погибнет от гриппа. Вы имеете в виду стран или вы имеете в виду всю планету? А столько, сколько и погибало. Ну, может, чуть больше, потому что страха на это нагнетают как можно больше страха. И многие люди умирают уже не от вируса, не от гриппа умирают, очередного гриппа, с которым вы сталкиваетесь каждую зиму и весну, и осень, а просто от страхов, от безысходности, от слабости, от слабоволья, от состояния разрушенной психики. Вы же видите, что происходит. Люди стали массово сходить с ума. Вот это угроза. Психическое состояние людей. Вот это да. Но почему оно такое у людей? Почему оно такое разрушенное? Так они же уже давно живут в страхе. Вы знаете? А вы знаете, что страх – это именно то состояние, которое и приводит к психическим заболеваниям. Поэтому сколько от гриппа погибнет? Как всегда. Как всегда. Были люди, которые доживались до такого состояния и с такими болезнями, что для них любой грипп это был, знаете, как вот последний уже, последняя капля, которая приводила их к смерти. Но это грипп, друзья мои, это обыкновенный грипп. И будет следующий штамм гриппа следующей осенью, и будет следующее нагнетение. Да, это будет. Но если вы будете духовно развиваться, себя развивать, стать сильными, устойчивыми, иммунно крепкими, вам ничто не сможет навредить. Никакой грипп вас не возьмет. Станьте сильными. Вы скажете, как? Учитесь. Читайте книги, работайте в практиках.
Меняйте себя, отслеживайте свое состояние. Вот вам советы, рекомендации. Выберите здоровый образ жизни, почистите свой организм, избавьтесь от паразитов, сразу взлетит ваш иммунитет. Кушайте здоровые продукты питания. Не пейте, не курите, не пейте кока-колу, сладкие воды, соки, все химические продукты питания. Перейдите на здоровое питание. Не ешьте мясо, которое интоксицирует ваш организм. Ешьте то, что вас наполняет и улучшает ваше состояние. И ваш сильный иммунитет сможет пережить любой вирус. Вы будете защищены уже хотя бы от этого. Желайте миру, радости и добра. Будьте активными в жизни. Будьте оптимистами в любой ситуации. Во всем, даже плохом, даже в этой пандемии, сумейте увидеть хорошее. Сумейте. И сумейте принять и эту ситуацию. Друзья мои, учитесь это делать. И не надо сейчас там опять чего-то там объединяйте, сидите, то крушите. Ну уже сколько вы крушили и чего, и до чего докрушился народ. Друзья мои, это не выход. Это не выход. Выход только в одном – в вашем развитии. Если вы станете сильными, крепкими, иммуноустойчивыми, вам никто и ничто не сможет навредить. Я это знаю точно. Я это проверила на практике. Да. Нужно перестать верить в черную кошку. Если человек верит в черную кошку, с ним обязательно что-то происходит, когда второй дорогу передошел. А тот, кто увидел кошечку и забыл, все Да, хорошо. именно так. Это говорит таинственный Сергей Аркадьевич. Так, следующий вопрос. Ну, немножко отвлечемся от коронавируса. Тут много вопросов других. Вот это очень часто спрашивают об таком важном факторе, как наши медитации, которые проводим в прямом эфире. Вот Виктор из города Удомля спрашивает, ваши медитации в прямом эфире, имеют ли они вашу силу и энергию, если практиковать их в записи? Конечно, имеет. Все имеет. Все, даже тот стул, на котором вы сейчас сидите, он тоже имеет энергию и силу. И если вы встанете и измеряют торсионное поле этого стула, то там отразится ваше торсионное поле, ваших тонких тел. Акимов изобрел такие механизмы измерения торсионного поля человека. Вот вы посидели, там даже осталась ваша энергетика. Вы слушаете меня, неважно, когда вы смотрели эти передачи. Вы каждый раз, увидя меня, вспомня обо мне, вы подключаетесь ко мне, к моему энергетическому потенциалу и питаетесь моей энергией. Но так как я связана с источником света, вы получаете энергию из источника и света также. Вот как происходит энергообмен. Да, друзья, изучайте работу энергии. Грядет мир энергии, энергетического взаимообмена, понимания и направления, и в действия энергетического. Сейчас уже столько создано всего, вы даже не представляете, что создано благодаря энергии, изучению энергии. Энергия – это есть сама жизнь. Изучайте это. И неважно, когда мы эти практики проводим. Почему мы так мало проводим практик медитации в интернете, в своих передачах? Друзья мои, я не могу этого проводить. Первое, музыку надо подбирать. Google отслеживает эту музыку, и потом куча нам неприятностей за эту музыку, что мы ее используем. А я, извините, пожалуйста, музыки еще пока не пишу, хотя у меня есть к этому способность. Нет ни времени, ни возможностей. Вот. Да и практики-то какие я могу дать? Простенькие, потому что я же понимаю, меня смотрят неподготовленные люди. Это когда вы уже идете на курсы и работаете, там вот первая ступень у меня сейчас идет, завтра у нас последний день занятия первой ступени. Да, там, конечно, очень сильные механизмы.
Но это уже люди, которые базу закончили, базовую ступень. И они уже на базовой получили эти сильные механизмы, методики. Им уже легче, а будет еще легче. И они уже смогут помогать не только себе, а вот сегодня они работали и с собой, и со своими кандидатами. То есть они помогли и уже своим родным и близким. Да, это люди, которым я доверяю, которые доверяют мне, люди, которые уже владеют информацией, знаниями, высшими знаниями, такими знаниями, что в книгах это не написано даже. Что-то написано, но большинства того, о чем я рассказываю своим ученикам, этого нет. Да, друзья, вот да, там уже непосредственно учеба наша дает возможности мне раскрыть этот им духовный потенциал, потому что мы работаем с каждым индивидуально в группе, хоть и в группе, но с каждым индивидуально. А в интернете я не могу давать такой, хотя силой своей, энергией своей я вас наполняю в каждой своей работе, в каждом своем прямом эфире. И так наполняю, что аж вздыхаю, когда микрофон отключаю. Вот так наполняю. А вы все в недоумении, все подвох у меня ищете. Все шо ж такое? Вздыхает, а? Микрофон отключаешь, что-то тут не то. Пусть лучше не дышит. Друзья мои, знаете, это, в общем, весело. Вот по-другому и не скажешь. Это просто вызывает, шутку, внутреннюю шутку, не более того. Поехали дальше. Поехали. Конечно, очень много вопросов, касающихся, когда это все закончится, когда откроют границы, когда перестанут людей держать дома. Вопросы несколько некорректные, друзья. Какие границы, между какими государствами? Еще люди в одной стране сидят дома, их не выпускают из дому. В Германии уже открыли кафе и магазины. Швеция вообще не закрывалась. В Туркменистане людей, которые ходят в масках, ловят и штрафуют. Поэтому, несколько это некорректно. Но в принципе, Наталья, ответьте вообще, сколько это все будет продолжаться и в какой форме? Я, друзья мои, думаю, что это будет использоваться. Я так думаю. Но знаете, как я вам сказала, этого не нужно бояться. Это надо понимать и просто более бережно к себе относиться. Вот я бы вам так посоветовала и порекомендовала. И как я вам уже говорила, много раз, кстати, вот услышьте уже хоть этот раз. Так, как было раньше, уже не будет. Вы меня услышали? Не будет. Вот так. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Наталья Владимировна, будет ли второе пришествие Иисуса? В какой форме это будет? Конечно, будет, друзья. Раз Он дал слово, раз Он пообещал человечеству, значит, будет. В какой форме? Светоносная личность, личность из света, Архангела Михаила, будет проявлена здесь, на этой планете. И я думаю, что эта личность придет в то время, когда эта планета приблизится к состоянию эры света и жизни. Это будет завершающая эра эволюции этой планеты, где человечество изживет саму смерть, где люди, живя жизнь, будут готовиться к одухотворению и трансформации своего физического тела в свет. Вы же есть этот свет. Природа ваша – свет, жизнь вечная. И когда вы духовно развиваетесь, вы превращаетесь в этот свет. Таким образом, изживая процесс послесмертного опыта. Так вот, Архангел Михаил придет для того, чтобы провозгласить эту эру света и жизни. Но, как он сказал, увидеть меня смогут только те, кто владеют духовным зрением. Видеть духовным зрением значит знать и понимать истину, видеть другие измерения, другие миры, понимать устройство космоса, иметь внутри себя высокий уровень духовного, интеллектуального и телесного состояния жизни.
Вот что такое духовное зрение. Нужно быть истинно духовным человеком. Сейчас не придет архангел Михаил. И многие говорят, вот Иисус пришел, вот еще. Неправда это все. Ну неправда. Ну неправда. Не верьте в этот обман. Какой Иисус? Куда пришел? Кому пришел? К тем, которые 90% пьют и курят. Куда пришел? Что он будет делать среди них? Что он им скажет? Люди, не пейте, не курите, не убивайте себя, не будьте самоубийцами. Что он им скажет? Вы знаете, такие иногда вопросы наивные, вот как во младенческом таком детском состоянии. Друзья мои, такие личности, как архангелы Михаилы, они уже если и приходят на планету, то для какой-то очень серьезной миссии, а не для того, чтобы его взяли и убили еще раз. Кстати, так бы и поступили бы сейчас. Сейчас надо быть очень бдительным, ведя такую работу, очень бдительным. Да, друзья, я это понимаю, и он это тоже понимает. Но я хочу открыть вам секрет. Когда архангел Михаил воскрес здесь, на этой планете, он принес с собой энергию райской обители, дух истины. Это тот свет, который зажигает свечи в день Пасхи. Друзья мои, так вот через вибрации духа истины архангел Михаил связан с каждым, кто общается и взаимодействует с этим духом истины. В общем, если человек знает и верит в то, что был Иисус, какие Он оставил знания, и почитает эти знания, и живет по Его законам, знаниям и правилам, в нем работает Дух истины, оставленный Михаилом. А через вибрацию Духа истины архангел Михаил, который находится, он может находиться в разные точки Вселенной, он вас чувствует и связывается с вами, то есть считывает с вас информацию через вибрации энергии Духа истины. Поэтому, если человек духовно развит и хочет общения с этой величайшей личностью, через Духа истины он может это свершить. И он говорил, когда он покидал этот мир: «Я покидаю вас, но я оставляю после себя помощника, друга, с которым вы сможете идти по пути эволюции. Это Дух истины. Молитесь Отцу моему, и если мой Отец не услышит молитвы вашей, молитесь мне, а я передам ему все ваши просьбы». Это были его слова, друзья. И эти слова подтверждают то, что он связан через Духа истины с каждым духовно развивающимся человеком. Следующий вопрос. Гюлчехра из Чикаго. Добрый день. Если квантовый переход начался, изменится ли ДНК человека? Как вы считаете, будет ли там информация о борьбе с вирусами и будет ли такая информация о повышенном духовном развитии? Что значит будет? А если она уже есть? Внутри каждого из вас есть это. Знаете почему? Вот спросите каждого: ты хочешь быть счастливым человеком? Все скажут «да». А затем вы скажите: а ты знаешь, чтобы быть счастливым, нужно стать духовно развитым? И каждый подумает: а что это такое духовно развитым? Но счастливым я хочу быть. Так вот, быть счастливым — это и значит быть духовно развитым. Просто люди этого не понимают, что это одно и то же. Быть счастливым значит быть духовно развитым человеком. Эта информация уже есть в вашем сознании. Да, друзья мои, 2 добавочные спирали ДНК проходят уже сейчас определенные мутационные процессы становления, и активизируются в человеке определенные духовно развивающиеся состояния. Вот почему духовно развитых людей с каждым днем становится все больше, больше и больше. И вы знаете, нам столько писем пишут, очень много.
Ну, если я уже коснулась писем, хотелось бы, друзья мои, попросить вас, и чтобы вы поняли, что я очень загруженный человек. Вы даже не представляете, насколько. И если вы думаете, что я сижу сутками и думаю, чем же мне это заняться, а ну-ка я пока прочитаю вопросы своих зрителей и буду отвечать им. Мне же больше нечем заняться. Мне ж только надо вот отвечать на их вопросы. Скажите, а почему у меня болит левая пятка или же правый палец на ноге? Если вы думаете, что у меня есть на это время, ох, как вы заблуждаетесь. Вы знаете, друзья, вы не думаете, что мир вращается вокруг вас? Нет, нет. Это вы в этом мире вращаетесь вокруг всего. И всегда это нужно понимать и уважать каждого, особенно того, кто служит вам. И если вы думаете, что для вас этот вопрос важен, и ты, Родина, вынь да положь, ответь мне на этот вопрос, потому что это же спрашиваю я, то, может быть, это эго в вас говорит. И зачастую так и есть, друзья мои. Так и есть. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вернемся опять к коронавирусу. Так, это у нас Светлана, Германия. Добрый вечер. Вы рассказываете, что в будущем будет введен новый способ оплаты труда. Это с помощью цифровизации, как людям избежать принудительной вакцинации и чипирования и не стать изгоем общества с вашей точки зрения. На уровне возможностей простого человека проводится активное подписывание петиций. Поможет ли это в этом вопросе? Я не думаю, что это поможет в этом вопросе. Как вы уже видите, вас закрыли и сидите дома. Я не думаю, друзья. Но я думаю, что защитить себя можно только с помощью наработки высоких вибраций внутри себя. А вы можете это сделать. Есть такие практики, очень сильные, которые многие века держатся в тайне. Это практики, с которыми работали, может, вы когда-то слышали, боги, которые жили здесь на земле. Так вот, я знаю эти практики, я обучаю этим практикам своих учеников. И человек взращивает такое силовое поле, что на него нельзя ни влиять, ни воздействовать. Вот это 100% защита, 100% проверено неоднократно, за многие годы. Вот это действительно защита навсегда. Только надо работать в этом, соответствовать обязательно этому состоянию, и ты будешь защищен. Как уйти от вакцинации? Ну, как я могу вам сказать, как уйти от вакцинации? Ну, старайтесь уйти от этого. Есть же те, которые бегут быстро в больничку, чтобы им это сделали, и желают это сделать. Но если вы действительно бдительны и осознанны, и понимаете, что туда могут любое состояние вам внедрить и уколоть, то да, поберегите себя, ищите способы, обращайтесь к духовным силам, попросите у них защиты и помощи, они всегда с вами, они всегда готовы вам помочь, прийти вам навстречу. Только будьте добры и чисты душами своими, злым, противным, нехорошим, недобрым людям они не помогают. Они помогают добрым. Они помогают тем, кто заботится о других людях, кто никого не использует, кто не обманывает, кто не ищет никакого подвоха. Вот кому они помогают. Станьте такими, станьте, и вы всегда будете, вас всегда защитят. Да, друзья, если бы вы знали и видели, какие вообще происходят чудеса с моими учениками, но это просто чудеса. Вот по-другому и не скажешь. Вот не скажешь действительно. Вот настолько, но это просто чудо и все. То есть это необъяснимо, но факт. Действительно, друзья. И это все происходит только потому, что они овладевают высокими вибрациями, входят в резонанс своими высокими вибрациями с высшим торсионным полем, и получают энергию информации из чистого источника, которая продолжает их защищать. Станьте духовно развитыми,
Именно для этого это все и есть. Вот послушайте меня, сделайте, ищите своих учителей. Старайтесь быть бдительными и исполнительными. Найдя учителя, знайте. Учитель – это ваш пример. Учитель – это тот, кого нужно слушаться и выполнять все его советы и рекомендации, если вы хотите научиться этому. Быть исполнительным. Не влетело в одно ухо, в другое вылетело. Нет, сказано и сделано. Сказано и сделано. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Так было сказано Шику Хавьеру, когда он говорил с Габриэлем. Вот что надо мне? От тебе надо 3 вещи наработать в жизни. Какие? Дисциплина? Хорошо. Еще что? Дисциплина и еще раз дисциплина. Поэтому духовно развитый человек – это дисциплинированный человек, исполнительный и четко осознающий ответственность за свой выбор и свои процессы реальности. Да. Да, про чипирование не сказали, но нужно, наверное, сказать, что этого не нужно бояться, потому что никто неправильно все понимают это слово, что такое чипирование. Нет еще таких сейчас чипов, которые бы могли обеспечить необходимую функциональность. Это просто разговоры. Любая сейчас карточка для проезда, банковские карточки, это можно сказать, что вы чипированы. У вас в кармане всегда находится много чипов. А то чипирование, которого все боятся, с помощью которого можно влиять на человека, это нужно очень серьезные и очень дорогие чипы готовить для всего мира. Это, возможно, это когда-то и будет в очень далеком будущем для каких-то разделений людей на какие-то группы. Сейчас это невозможно. Если чип, который сделан сейчас, внедрить человека, то человек, пройдя по улице рядом с радиорынком, где сидят наши умельцы-хакеры, он будет проходить женщина и выйдет оттуда, а его чип с его данными, он уже будет совсем другим человеком, мужчиной, пожилым и так далее. Поэтому чипирование это так, это скорее маркетинговый ход, как это говорят сейчас, это все несерьезно. Так, задаем дальше вопросы. Спрашивают о том, как можно объяснить детям, что такое духовное развитие, чтобы они не испугались. Вы хотите, чтобы я еще 1,5 часа вам рассказывала? Я могу. Я могу и 5 часов вам рассказывать. Первое. Для детей надо быть примером. Вам надо стать духовно развитыми. Например, садитесь вы за стол кушать. Все друг друга уважаете. Сначала папа накладывает в тарелочку чего-то там маме покушать, да? Мама ухаживает за папой, друг друга благодарят, друг друга любят, вежливые, воспитанные. Это уже духовное развитие. Вы проявляете себя в транспорте, на улице, как уважаемый человек, как человек, уважаемый все то, что есть вокруг. Ребенок на вас смотрит. Это уже есть духовное развитие. Вы что-то совершаете и видите, что ваше свершение, ну скажем, может навредить другому человеку. Вы остановились и не делаете этого. Если ребенок спросит: а мама и папа, почему ты этого не делаешь? Вы скажете: ну это может принести вред другому человеку. Это уже есть духовное развитие. Духовное развитие всегда вскрывается и открывается через высочайшие моральные ценности. Быть духовно развитым значит владеть этими высшими моральными качествами и ценностями. Не должно быть жадности, не должно быть осуждения, не должно быть обид, мести, проклятий, ненависти. Этого не должно быть. То есть отсутствие всего этого – это уже есть духовное развитие. А затем идет следующий этап, когда ты уже это имеешь, ты обязательно встретишь того, кто тебе поможет и даст методики, механизмы, ты же будешь готов. В тебе же не будет уже того зла, которое было раньше.
Ты уже исправил в себе это, и ты будешь работать с духовными силовыми практиками. И эту силу уже тоже будешь направлять и на себя, и на мир вокруг себя. Вот духовное развитие. Это этапы. Сама ваша жизнь должна быть духовным развитием. А если я вам скажу, что вы именно для этого рождались столько раз и будете еще рождаться 15 раз, чтобы у вас свершилось это духовное развитие. Многие даже не знают значения этому слову. Многие думают, что это надо в какое-то сообщество вступать, чего-то надо там делать и так далее. Да, работать надо над собой, это работа над собой и открытие в себе высших состояний и высших возможностей реальности себя, самого себя. Это духовное развитие. Это чистейшее моральное качество человека, духовное развитие. Когда человек уже не видит бревна в чужом глазу, когда не видит ни бревна, когда даже осколка не замечает, тогда и в его глазе не будет ни бревна, ни осколка. То есть это духовная чистота, это моральная чистота, как я вам уже сказала, она основана на высших моральных качествах и ценностях жизни. Я вам скажу вот что. У нас при центрах есть, сегодня мне мои ученики задали этот вопрос, а говорят, что у вас есть садики. Вот, друзья мои, не садики у нас есть духовные, нет, но у нас есть работа с детьми. Работа, подготовительная работа и работа с духовным развитием детей. Но мы развиваем только детей наших учеников. Взять детей духовно неразвитых родителей – это все впустую. Это значит создать конфликт, потому что мама и папа должны как минимум бросить пить и курить. И ребенок придет и скажет: мама, папа, а этого не надо делать, потому что ты себя убиваешь, потому что ты заболеешь и умрешь от этого. Ребенок придет и скажет, он об этом узнает на этих курсах, в этой работе. Почему? Да потому что мы учим детей здоровому мышлению и здоровому образу жизни, чтобы эти дети родили и взрастили здоровую нацию на земле, которая не будет коронавируса бояться. Понимаете? Мы это понимаем. И мы это делаем, не только понимаем. Мы не только об этом говорим. Ведется такая масштабная работа. И с детьми также. Да, а кто это будет делать, если не мы? Кто? А кто о них позаботится? И однажды я сегодня рассказывала своим ученикам на курсах, вот было одно из первых занятий, когда я приехала и встретилась с группой этих детей, уже занимающихся в нашем центре, это в Виннице. И там присутствовала наша телеведущая, тогда еще телеведущая, да и сейчас также, которая смотрела на этих детей, и она сожалела только об одном. И потом и сказала: как жаль, что сейчас нет камеры. Это все заснять и показать человечеству. Какими могут быть наши дети? Как они мыслят, как они анализируют, какие у них высочайшие моральные качества и ценности, как они мудры. Вы знаете, у нее были вот такие открытые глаза, я жалею только об одном. Жаль, что нет сейчас камеры, это все заснять и показать миру, какими могут быть духовно развитые дети. Да, это вундеркинды. Конечно, когда вырастет такой ребенок, так это будет человек с большой буквы. И если он уже станет президентом, то он уже по-другому построит свою политику и отношение к людям. И другое ценить будет, и заботиться будет о человечестве. Да, друзья мои. Так вот мы должны с вами это взращивать. Если хоть не сейчас, то чтобы это хоть потом было для наших уже потомков. Но мы должны с вами это делать. И не просто об этом говорить. Поэтому мы не просто говорим, мы берем и делаем. Работаем не только с взрослыми людьми, но и с детками, развивая маленьких человеков.
Ну, давайте последний вопрос будем завершать. Умида, Ташкент. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, когда нам, жителям Земли, официально объявят о существовании инопланетян? И как это может повлиять на нашу жизнь? Человечество и к этому не готово, но объявят. В ближайшем скором будущем, я думаю, объявят. Да тут уже скрывать-то, понимаете, уже нечего скрывать. Уже и так об этом столько говорят, что мне кажется, вот только еще президент не встал и не сказал об этом. А так вообще столько информации, столько этому всему свидетельств, что уже, мне кажется, и говорить не надо. Все уже знают, что уже объявлять не надо. Уже все знают, что они есть. И это нормально, что они есть. А что ж, только эта планета? Конечно, есть. Да, есть разные. Есть с искусственным интеллектом. Есть, да разные есть, друзья мои. И даже дело не в этом, что когда и так далее. Другой вопрос. Вопрос в другом. Насколько человечество готово это услышать? А многие люди и не готовы это услышать. Вы посмотрите, он коронавирус, что начудил, наделал. Какой страх, какая паника. А тут скажи, что еще инопланетяне есть. Да, вообще, наверное, уйдут под землю в бункер. Люди не развиты достаточно, чтобы услышать такую информацию. Должен быть уровень осознанности и уровень знаний и подготовки о других мирах, о других инопланетных цивилизациях, о их процессе эволюции, о их состоянии, о том, что они делают здесь, на этой планете, какие виды есть инопланетного разума. Мы это все знаем. Это нормально. Духовно развитый человек, он должен это все знать. И это нормально. Это не что-то такое. Это нормально. Да, это есть, и что? Так что этого бояться? Но есть трава зеленая сейчас, но вы же этого не боитесь, потому что есть зеленая трава. А если есть инопланетяне, так надо бояться. Чего бояться? Что они есть? Так они и были. Они, может, еще раньше были, чем вы. Может, их планета еще древнее, нежели эта планета, а зачастую это так и есть. Так что ж теперь? Не признавать этого? Признавать. И это нормально. Друзья мои, нужно морально, духовно, еще раз подчеркну, готовить человечество. Нужно заниматься развитием человечества. И наш центр развития людей, он как раз этим вопросом и занимается на мировом уровне, в мировом масштабе. И у нас учатся люди из разных стран мира. И это замечательно. Мы проводим работу как и индивидуальную, как и онлайн, работу и консультации и так далее, и так далее. Мы ведем масштабную работу. Вздохнуть некогда. А вы мне вопрос мой, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, потому что для меня он очень важный. Да если бы вы знали, сколько я тружусь, и что я себе вообще не принадлежу, вы бы такого бы не писали. Если бы вы увидели мой рабочий день и вообще мою жизнь, я не знаю, вообще вы бы на это готовы, согласны бы были так вот жить, как живу я. И это все для людей. Масштабы-то какие? 1000 людей, 1000 учеников. Конечно, нужно и помочь, и поддержать. Есть такие, которые очень в этом нуждаются. Это все мои дети. И я не могу пройти мимо, если кому-то чего-то, как-то чего-то не получилось. Я не могу пройти мимо. Я не могу быть безразличной и равнодушной. Вы все мои дети. И я всех вас люблю. И думаю именно о вас. Поэтому будьте снисходительны и не злоупотребляйте моей любовью и моей заботой о вас. Я и так, поверьте, уже большего просто невозможно. Вот все, что можно, максимально я делаю для этого мира. Вы даже не представляете, сколько. Вот большего уже просто невозможно большего. Вот все, вот самое высшее, самое большее я даю миру. Поэтому не рассматривайте меня под микроскопом, и слова мои не рассматривайте под призмой своего опыта. И не завидуйте, друзья мои. Чему же завидовать? Моей ответственности?
этому багажу, который я несу на своих плечах, этому бремени, которое я взвалила на свои маленькие хрупкие плечи. Чему ж тут завидовать? Нечему. Это очень высокая ответственность, великая. Вы даже не представляете, насколько, когда ты понимаешь каждую минуту своей жизни, что от тебя зависит жизнь других, от того, как ты себя сейчас поведешь, что ты сделаешь и сделаешь ли, или пойдешь поспишь, или же сделаешь для человека. Вот кого поставишь на первое место, себя или того, кто нуждается в тебе? Если вы думаете, что это так легко и так просто, вы очень заблуждаетесь, друзья. Легко и просто к тем людям, которые к этому относятся поверхностно. Ну и так, знаете, да, так, ну курсы там, ну там такое. А когда ты понимаешь, что это, и что в твоих руках жизни и судьбы человеческие в мировом масштабе, то это на минуточку. Ого-го. Да, это величайшая ответственность, в первую очередь для меня. Поэтому я вас очень прошу, не задавайте, не пишите мне глупых вопросов. В отношении обучения есть номер телефона, по которому я не отвечаю, не звоните, друзья. Пишите СМС. СМС прочитают, да. Для того, чтобы попасть на курсы, нужно выслать фотографию, да, друзья мои. Я должна посмотреть эту фотографию, посмотреть, насколько вы психически можете или не можете идти на эти курсы, насколько вы, ну вот скажем, чем вы наполнены, что у вас внутри вашей души. Можете вы эти знания, ну, постичь и понять. Там такая наука, что надо владеть определенным уровнем интеллекта и разума. Да, я это тоже смотрю, просматриваю. Я по фотографии вижу сразу, может человек, не может. Во всяком случае, всегда даю шанс. Но если вижу, что нет, ну тогда уже нет. И если я вижу, что там такой эгоизм и такое тщеславие, высокомерие и гордыня, я понимаю, что человек владеет очень сильными сущностями, эгом, и он не готов будет слышать эти знания. То есть не готов просто. И это дело не во мне, дело в нем. То есть ему надо сначала поработать с этим аспектом своей жизни. Друзья мои, да, я провожу очень серьезную работу. Вы даже не представляете, насколько серьезную. Вы потом понимаете. Вот сейчас мои первочки, которые на первой ступени, они понимают важность этого труда, они понимают, насколько это серьезно, но и эффективно. Да, эффективно. И, конечно же, результативно. И они готовы на это. Они готовы идти по этому пути, выполнять все советы, рекомендации, потому что они видят, что они на выходе имеют, какую силу они имеют, чем они владеют, и они понимают, что это того стоит. Так что если вы думаете, что у нас определенное такое, ну, скажем, поверхностное отношение и вообще, вы заблуждаетесь. Для нас, для нашей команды это очень серьезный труд, очень ответственный. И поверьте, мы трудимся, вот смс-ки мы друг другу посылаем в 1:00 ночи, в 2 часа ночи, да, в 5 часов утра уже. Непонятно, когда спали, вообще спали ли, вообще они спали или не спали. Да, а утром опять курсы, и опять прием, и консультации. Помимо этого я еще и консультирую людей. Час консультации на каждого человека. И такие глобальные вопросы приходится поднимать, и в таком приходится рыться информационно, что ой-ой-ой-ой-ой. Это же если бы на консультацию приходили счастливые, а приходят-то люди в каких состояниях. Так что, мои хорошие, если вы думаете, что это так легко и просто, и вообще так вот, и что она вот это вздыхает, понятно, что такое может думать только человек, который не знает всего этого. Это очень тяжкий и ответственный труд. Труд, где ты несешь ответственность за судьбы и жизни человеческие. Но я не ропщу, друзья, нет. Мне этот труд
приносит такое удовольствие, такое наслаждение, такую радость. И самой великой моей наградой за этот труд есть ваше счастье, ваши успехи, ваши достижения, ваше наслаждение, свобода ваша, уровень духа чистоты вашей. Вот что является для меня наивысшим наслаждением и благодарностью от вас. И выше этого быть не может. Любой мастер хочет результата от своих учеников. И когда он есть, это, наверное, самое высшее мое наслаждение. Я люблю свой труд. Я вас люблю. Что бы вы мне ни писали, как бы вы там чего-то, меня бы как бы там чего-то они... Мне абсолютно все равно, друзья. Я все равно вас люблю. И даже когда вы пишете что-то неприятное, нехорошее в мой адрес, я все равно вас люблю. Почему? Все просто. Или вы скажете, да это же невозможно. Возможно. Возможно. Но возможно в том случае, когда ты не видишь эго, которое это писало. Ты понимаешь, это был не человек, который это писал. Это его эго это писало. Это эго зависти это писало. А человек — свет жизни, дитя Бога. И ты видишь это его состояние. И нет никаких обид. Ты все равно его любишь. И ты понимаешь, что придет время, и он это поймет. Просто он на меня смотрит под призмой своего опыта. А он и не встречал другого. Он встречал только людей, которые обманывали этого человека. Потом он думает, и это тоже обманывает. Он другого-то не видел. Человеку очень сложно поверить в то, что есть тот, который никогда не предаст и не обманет. Очень сложно. Почему? Да таких мало на планете. Очень мало таких. А я хочу, чтобы было таких много. И я в этом духе взращиваю своих учеников. Я хочу, чтобы они были учителями. И настоящий учитель не тот, у которого 1000 учеников, десятки тысяч, а тот, у кого много учителей. И эти учителя несут эти знания другим людям, другим странам, таким образом помогая другим цивилизациям, планетарно цивилизациям. Да, друзья мои, в этом и есть ход самой эволюции. В этом и наш труд всей нашей команды. Каждый выполняет свое задание, но выполняет это со всей своей душой. И я благодарю свою команду, я благодарю Создателя. Я так ждала этих людей, этих своих дорогих и любимых помощников. Я так просила Создателя, дай мне таких, дай мне тех, кто может немножечко, хоть чуть-чуть меня в этом непростом труде подстраховать, хоть чуть-чуть помочь мне в этой тяжбе, которую я несу на всей планете. Да, друзья мои, и Творец услышал мои просьбы. И у меня есть сейчас такие люди. И я вижу, что таких будет еще больше. И я благодарю Создателя, благодарю в первую очередь за то, что Он понимает меня. Он понимает меня, друзья. Он понимает все, что мне приходится переживать, все, с чем мне приходится сталкиваться, развивая людей, все, что мне приходится видеть, развивая людей. Он видит это все и понимает, поэтому и посылает мне тех, кто является моей поддержкой и моей дорогой командой света. Ну а я благодарю вас за сегодняшние вопросы. И еще раз хочу сказать вам, друзья мои, ничего не бойтесь. У вас сила света, у вас сила жизни, у вас сам Бог живет. И что вам может навредить, кроме вас самих и ваших эго? Никто и ничто. Уберите страхи, освободитесь от этого всего, да переживем. Друзья, вместе мы сила, врозь никто. Старайтесь жить состоянием обобщенности, состоянием единства, состоянием величия, состоянием веры в то, что вы находитесь
под защитой высших сил. Это так и есть на самом деле. И если вы сегодня меня видите и слышите, значит, это действительно так и есть. Ведь меня показывают только тем, кто готов меня и слышать, и видеть. Благодарю вас за ваши вопросы. Еще раз благодарю помощников, и тех, которые повыше, и тех, которые среди меня. Благодарю, друзья мои. Будем трудиться дальше, буду служить дальше, буду делать все, чтобы спасти вас, раскрыть вашу природу и состояние бесстрашия, уверенности в завтрашнем дне и даровать вам самое высшее счастье в духовном развитии. До новых встреч, друзья! До новых встреч!